Швеция заслуженно считается одним из мировых лидеров в области устойчивого развития и экологически чистой энергетики. Когда речь заходит о переходе на устойчивые практики, эта страна ведет активную работу по разработке и внедрению различных решений для экономии ресурсов и значительного уменьшения углеродного следа. Применение современных технологий, многоуровневый подход к использованию ресурсов, а также широкий спектр мер по охране окружающей среды действительно выделяют Швецию как пример для подражания. В этом контексте система теплоснабжения Швеции демонстрирует впечатляющие результаты и внедряет как нестандартные методы, такие как захват тепла от человеческих тел, так и традиционные решения, например, использование солнечной энергии на уровне, который еще недавно казался невозможным. Давайте подробно рассмотрим ключевые аспекты системы теплоснабжения Швеции, а также уникальные технологии, которые используются для достижения глобальных целей по декарбонизации и устойчивому развитию. Шведская централизованная система отопления является одной из наиболее эффективных и современных в мире. Она организована таким образом, чтобы нагретая вода распределялась по трубопроводам и обеспечивала тепло в жилых домах и других зданиях. Таким образом, удается значительно сократить расходы на отопление и улучшить качество жизни граждан. Как пример можно привести Стокгольм, где проложено около 3000 километров теплосетей. Эта централизованная система отопления охватывает 90% зданий в столице, что ставит ее в один ряд с лучшими мировыми практиками. Такой подход к теплоснабжению позволяет не только эффективно использовать ресурсы, но и значительно уменьшать количество выбросов углерода. К 2030 году Швеция планирует достичь нулевых выбросов углерода, что является одной из ее главных экологических целей. Этот амбициозный план требует полной декарбонизации системы отопления и горячего водоснабжения. Для достижения этой ответственной цели страна активно исследует и внедряет новые технологии, улучшая существующую инфраструктуру, пересматривая свои подходы к генерации и распределению тепла. К тому же в шведской модели учитываются не только экономические, но и социальные аспекты, что делает ее более устойчивой и жизнеспособной в долгосрочной перспективе. Множество различных инициатив и проектов соревнования между собой повышает общую эффективность системы и позволяет достигать ощутимых результатов. Солнечная энергия играет важную и все более возрастающую роль в шведской системе теплоснабжения. Для отопления жилых домов активно используются солнечные коллекторы, что позволяет существенно снизить зависимости от традиционных источников энергии. В 2021 году была введена в эксплуатацию крупнейшая солнечная отопительная установка в стране, что стало значимым шагом на пути к устойчивому развитию. Солнечные лучи отражаются от специализированной поверхности и направляются на трубу с теплоносителем, нагревая воду для системы теплоснабжения. Этот процесс не только экономически эффективный, но и экологически чистый, что отвечает всем требованиям современных стандартов устойчивого развития. Еще одним инновационным и довольно необычным решением является использование тепла, выделяемого людьми. В Стокгольме на центральном вокзале тепло от пассажиров и сотрудников активно используется для отопления зданий, что является настоящим примером рационального использования ресурсов. Теплообменники в системе вентиляции собирают это тепло и перерабатывают его, выделяя достаточное количество энергии для нагрева воды. Благодаря таким подходам Швеция демонстрирует, что инновации могут исходить не только из технологий, но и из повседневной жизни, что, в свою очередь, позволяет сократить как расходы на отопление, так и объемы выбросов углерода. Швеция также зарекомендовала себя на международной арене как страной, которая умеет рационально использовать тепло, выделяемое центрами обработки данных. Это знаковое решение позволяет не только уменьшить расходы на отопление, но и повысить общую эффективность всей системы. В Стокгольме большинство дата-центров оснащены системами, которые передают излишки тепла в централизованную сеть теплоснабжения.
Это делает использование ресурсами более рациональным и снижает общую зависимость от традиционных источников энергии, таких как ископаемое топливо, предоставляя при этом новые возможности для экономии и устойчивого развития. Когенерационные установки, которые способны производить одновременно как тепло, так и электроэнергию из природных отходов или биомассы, составляют важную часть шведской энергетической системы. Эти установки не только обеспечивают энергией местное население, но и способствуют улучшению экологии за счет использования так называемых зеленых технологий. В таких системах реализованы и активно применяются методы улавливания углекислого газа, что делает их еще более эффективными и полезными для окружающей среды. Швеция стремится развивать и расширять этот сектор, привлекая инвесторов и внедряя инновации на уровне, который дает возможность достигать значительных результатов в области экологической устойчивости. Одной из уникальных особенностей теплоснабжения в Швеции являются пещеры с горячей водой. Под городом Вестерос находятся пещеры, заполненные водой с температурой 95 градусов Цельсия, которые активно используются в системе теплоснабжения благодаря своей высокой эффективности и низким затратам на эксплуатацию. Крупнейшая ТЭЦ в Швеции, расположенная в Вестеросе, производит 700 гигаватт-часов электроэнергии и 1800 гигаватт-часов тепла, что делает ее мощным центром генерации. Пещеры, используемые для хранения горячей воды, предоставляют уникальную возможность для оптимизации ресурсного подхода и отвечают самым современным требованиям экологии. В 2021 году компания Malo Renarchi взялась за преобразование этих пещер под нужды современной Швеции. Это преобразование потребовало значительных усилий, так как пещеры ранее использовались для хранения нефти во времена Холодной войны. Устранение остатков нефти и подготовка инфраструктуры, которые также подразумевали работу с 200 тысячами кубометров оставшейся воды, стали важными этапами в этом проекте. Современные требования, которые ставятся к системе хранения и распределения тепла, требуют особенного внимания к технологиям очистки и организации работающей системы, что открывает новые горизонты для использования подземных ресурсов. Преобразование пещер и речь о создании подземного хранилища горячей воды в Вестеросе потребовали значительных финансовых вложений. Общие затраты составили 150 миллионов шведских крон, примерно 13 миллионов евро. Когенерационная установка, установленная в пещерах, минимизирует недостатки, связанные с теплопотерями, и создает инновационные решения для хранения и распределения тепла. Тепло, которое не используется, идет на нагрев воды в пещерах, что обеспечивает ее эффективное использование и минимальные потери. Таким образом, проект стал не только примером материально-технического прогресса, но и хорошим образцом рационального подхода к использованию ресурсов. Подземное хранилище горячей воды в Вестеросе играет важную и неоспоримую роль в шведской системе теплоснабжения, обеспечивая домохозяйство и предприятия теплом в зимний период. В холодные времена тепло подземный хват нагревает циркулирующую воду, что позволяет системе стабильно работать. Эта система значительно снижает затраты на отопление и повышает общую эффективность эксплуатации ТЭЦ. Кроме того, такое хранилище с 300 тысячами кубометров воды оказывается полезным в критических ситуациях, например, в случае выхода ТЭЦ из строя, обеспечивая резервный источник тепла, что является необходимым для безопасности и стабильности теплоснабжения. Объем тепловой энергии, обеспечиваемый хранилищем горячей воды, составляет 13 гигаватт-часов, что является впечатляющим достижением для данной инфраструктуры. Однако важно отметить, что потери тепла в первые 4 года эксплуатации составляют около 35 гигаватт-часов, что поднимает проблему эффективности системы. Постоянное использование и различные методы нагрева позволяют минимизировать эти потери.
Со временем порода вокруг хранилища прогревается, что, в свою очередь, улучшает его эффективность, снижая теплопотери и увеличивая общую производительность системы. Интересный и красноречивый пример можно провести из опыта лондонского метро, где окружающая порода нагревается благодаря теплу, выделяемому людьми и поездам. Однако в подземном водохранилище в Вестеросе нагрев породы происходит значительно быстрее, что делает систему особенно привлекательной и эффективной. Постоянная температура воды 95 градусов обеспечивает стабильные условия для хранения тепла и его распределения, а это намного эффективнее, чем нагрев от людей и поездов, что в свою очередь делает систему более надежной и устойчивой к колебаниям внешних факторов. Пещеры Вестероса фактически превращаются в уникальный термос, что позволяет эффективно хранить и распределять тепло. Это подземное хранилище нагретой воды можно использовать в сочетании с другими решениями для добычи тепла, что делает его полезным инструментом не только для Швеции, но и для других стран. Такие подходы открывают новые перспективы для энергетической безопасности и позволяют странам, стремящимся к эффективному использованию ресурсов, внедрять похожие методы и технологии в своих системах теплоснабжения. Великобритания также обладает значительным потенциалом для создания аналогичных подземных хранилищ горячей воды. Здесь располагается множество заброшенных угольных шахт, которые могут быть трансформированы в такие хранилища, что дало бы вторую жизнь им и снизило бы углеродные выбросы. В Финляндии и других странах активно разрабатываются и внедряются подобные проекты, которые также основываются на использовании подземных ресурсов. Такие решения не только помогут справиться с энергетическим кризисом, но и создадут новые рабочие места, что будет способствовать развитию местной экономики и пойдет на пользу как обществу, так и окружающей среде. В Гейтсхеде, например, температура в затопленной шахте поднималась до 15 градусов, что требует использования дополнительных ресурсов для поддержания необходимой температуры в зданиях. Для этого задействуется электрический тепловой насос, который отвечает за удержание тепла и его распределение. Управление угля Великобритании считает, что четверть всех домов в стране находятся на угольных месторождениях, что открывает перспективы для использования затопленных шахт в качестве эффективных тепловых хранилищ. Это может значительно изменить подход к обеспечению домов теплом, улучшая эффективность и снижая затраты. Нельзя забывать, что затопленные угольные шахты в Великобритании содержат колоссальное количество тепловой энергии, составляющее около 2,2 миллиона гигаватт-часов. Это открывает безграничные возможности для генерации тепла и сокращения выбросов углерода. Использование этого ресурса не только способствует улучшению экологии, но и значительно экономит расходы на отопление. Нагретая подземная вода оказывается дешевле и эффективнее, чем газ, что делает такую систему целесообразной с экономической точки зрения. Это создает дополнительный стимул для перехода на возобновляемые источники энергии и более рациональное использование природных ресурсов, что является актуальной задачей сегодня. Таким образом, Швеция наглядно демонстрирует пример интеграции различных технологий и подходов в области теплоснабжения, эффективно используя свое природное окружение и активно внедряя инновации. От использования солнечной энергии до захвата тепла от людей и центров обработки данных, каждый шаг в этом направлении способствует значительному сокращению углеродного следа и улучшению общей экологической ситуации. Постоянное стремление к улучшению экологии и достижению нулевых выбросов к 2030 году ставит Швецию на передний план в области экологически чистой энергетики.
Система теплоснабжения, основанная на таких инновационных решениях, как подземные хранилища горячей воды, открывает новые перспективы для стран по всему миру, стремящихся к устойчивому развитию и эффективному использованию ресурсов.